Здорово, дорогие подписчики и зрители Ютуба. Сегодня будем делать полезную вещь. Я думаю, в каждом она должна быть: гараже, мастерской. В общем, у каждого слесаря, который что-либо любит делать, особенно с металлом. Так, для начала нам понадобится, значит, вот такая вот деталь. Догадались, нет, что это такое? Ну, для тех, кто не догадался, это форсунка от дизельного двигателя, через которую идет впрыск дизеля. В общем, была у меня раньше машина старая дизельная, точнее Mazda. Горя я с ней хлебнул немало. Но не суть, друзья. Для начала, чтобы сделать полезную самоделку, нам эту форсунку нужно разобрать. Разбираем. Вот так. Смотрим, что же в ней внутри. А внутри здесь у нас пружинка. Очень-очень твердая. Так. Далее шайбочка. Ну и больше ничего нету. Но это нам не нужно. Далее вытряхаем вторую часть. Вот такая вот какая-то пипирка. Ну и она нам тоже не нужна, друзья. Трясем дальше. Это нам тоже не надо. Вот, друзья, что нам надо. Вот она торчит. Вытаскиваем. Вот. Ради этой детали нам и понадобилась форсунка. Все. Дальше нам ничего не надо в данном проекте. Вот такая вот иголочка, через которую впрыскивается под высоким давлением солярка. Тут вот, как можете видеть, очень тоненький кончик. Да, друзья, дело в том, что кто не знает, эта игла сделана, я не знаю, в марках стали я не разбираюсь, но очень-очень прочная. Ей можно даже чертить на металле, и она не тупится. Так, ну значит, суть. Следующая деталь, которая нам нужна будет, это вот такой вот пруток. Диаметр большой роли не играет. Так, значит, далее замеряем нашу иглу. Игла у нас 6 миллиметров. Теперь, значит, нам нужно в центре просверлить 6-миллиметровое отверстие, чтобы вставить нашу иглу, ну так сказать, в оправку. Да, многие уже догадались. И будете правы. Это будет керн или кернер. Как правильно, кому как удобно, я не знаю. Я называю это керном. В общем, погнали дальше. Нужно просверлить отверстие на 6 миллиметров. Ну вот, друзья, сверлить я, значит, буду в своем самодельном токарном станочке. Погнали! Так, ну я думаю, хватит.
Нет, наверное, маловато. Нужно еще глубже. Ну, теперь, пожалуй, я думаю, и хватит. Вполне. Так, двигаемся, значит, дальше. Это сверло у меня было на 3. Теперь нужно рассверлить сверлом на 6. Ну вот, я думаю, пожалуй, хватит. Так, ну а теперь померяем нашу иголочку. Вот наша иголочка. Вставляем. Входит отлично. Правда, немножко получилось прослабленное. Ну да ничего. Закерним и будет стоять плотно. Ну а теперь нужно всю эту часть сточить, обработать на конус. Ну и, так сказать, заодно облагородить, отшлифовать. В общем, движемся дальше. Ну вот, друзья, наше керно готово. Ну, почти готово. Надеюсь, вам нравится. Мне очень. Действительно получилась полезная, красивая, аккуратная вещь. Так, почему почти закончил? Дело в том, что у моего станка, как видите, центр сместился, потому что, ну, как говорится, станок самодельный, немножко биение. Поэтому отверстие получилось прослабленным. И теперь, так сказать, боек, значит, иголочка эта выпадает. Ну, я думаю, эту проблему легко решить накернением, чтобы зажать, потому что оправка из мягкого металла. В общем, сейчас здесь накерню, чтобы она была плотно, никуда не выпадала. Ну и будем тестировать. Ну вот, друзья, значит, закернил я. Фокусируйся, ё-моё. Вот так вот. Теперь никуда не девается, не болтается и не вытаскивается. Ну, приступим к тестированию. Приготовил я, значит, вот такой вот лист металла. Металл это еще советский. Ну, пробуем. Вот такое вот отверстие он оставляет. Глубоко, ровно, четко, одним словом. Но теперь посмотрим на кончик. Ни хрена с ним не произошло. Абсолютно. Так, попробуем об наковальню. Вот такую вмятину, друзья, как видите, он оставил. Я думаю, достойная получилась вещь. Отличный инструмент. Ну, давайте попробуем еще на чем-нибудь потверже. Вот, есть у меня еще вот такая железка. Это рессора. От какой-то машины, точно не знаю. Но достаточно твердая. Попробуем накернить рессору. Как можете видеть, и рессору прошибло.
Смотрим на кончик. Ни хрена не произошло с ним. Так что, говорит, можно еще использовать его как чертилку. Не тупится. Можно на железе картины рисовать. В общем, друзья, всем, кому понравилась такая вот самоделка, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. Всем удачи и всем пока!